Уважаемые хлебопеки, сегодня я хотела бы поговорить с вами на тему, которая волнует очень многих пекарей, особенно начинающих, а именно, почему у моего хлеба влажный мякиш. Этот вопрос может возникнуть как при выпечке пшеничного хлеба, так и ржаного, но при выпечке ржаного хлеба этот вопрос возникает наиболее часто. Так как влажный мякиш в особенности характеризует ошибку начинающего пекаря в ржаном хлебе, то я коснусь именно ржаного хлеба. Вот я специально испекла ржаной хлеб, где эта ошибка совершенно точно и наглядно выражена. Многие пекари, особенно начинающие, еще не полностью владеющие принципами работы с ржаным хлебом, зачастую получают вот что-то подобное, подобный результат. То есть глиноподобный пластилинообразный мякиш, огромную пещеру между коркой и мякишем. И задаются вопросом, а в чем же причина такого результата? Причин может быть несколько. Причем, если вы сделали все правильно в одном месте, но допустили ошибку в другом, вы все равно получите такой результат. Итак, посмотрим, в чем же состоят ошибки, которые ведут к такому результату, который является довольно-таки типичным для начинающих пекарей. Но начнем с того, что ржаной хлеб выпекается в основном на ржаной муке или на полностью ржаной муке, или с небольшим добавлением пшеничной муки. Разница между пшеничной и ржаной мукой состоит в том, что ржаная мука обладает очень большой ферментативной активностью. В основном ферментативная активность производится ферментом амилазы. Амилаза находится во внешнем аллероновом, называется этот слой внешний, аллероновом слое ржи, где амилаза является естественной составляющей. Она находится там для того, чтобы обеспечить зародыш пищей. Как же это получается? Ведь амилаза находится во внешней оболочке, а зародыш в самом центре. А дело в том, что амилазы активируются при помощи воды. То есть, как только вода попадает на внешнюю оболочку зерна, амилазы активируются и начинают разрушение крахмальных зерен, которые находятся в эндосперме, то есть во внутренней части зерна, начинают разрушение крахмальных зерен, чтобы в процессе этого разрушения сделать этот крахмал пищей, которая была бы доступна для зародыша. И таким образом зародыш начинает получать пищу, начинает расти и развиваться. То есть амилаза – это задумка эволюции с целью обеспечения зародыша зерна пищей. Если зерно хранится в сухих условиях, то оно может сохраняться в течение столетий. При попадании воды начинает расщепление крахмальных зерен на простые сахара. И этот процесс
продолжается до где-то 80-90 градусов, в зависимости от того, пшеничное ли это зерно или ржаное. Этот процесс используется при осахаривании, например, заварки, когда мы делаем бородинский хлеб или любительский, или любой другой русский заварной хлеб, куда входит заварка. Мы добавляем туда либо белый неферментированный солод, либо оставляем часть муки, которую затем привносим после того, как смесь остыла до ниже 70 градусов, и ставим в духовку на осахаривание. Мы вначале имеем довольно-таки плотную массу теста, совершенно не сладкую, а на конец осахаривания масса у нас получается жидкая и сладкая. Это является результатом того, что ферменты, амилазы, они расщепляют сахара, расщепляют крахмал на простые сахара. Именно поэтому мы чувствуем сладкий вкус. А за счет того, что крахмал связывает воду, он, естественно, в процессе осахаривания, в процессе расщепления эту воду отдает. И поэтому масса, наконец, осахаривания у нас становится жидкой. Так вот, когда мы начинаем выпечку хлеба, амилазы начинают действовать уже с самого начала, как только мы привносим воду в муку. И их действие продолжается до 80-90 градусов. Ну, для ржаной муки это примерно 80 градусов, это где-то верхняя граница. То есть, если пекарь не в состоянии контролировать действие амилаз, то мы получим вот такой вот мякиш. Вот такой вот мякиш. Что же нам делать для того, чтобы получить красивый хлеб, правильный, а не такую глиноподобную массу с пещерой под коркой? При выпечке ржаного хлеба существует 4 основных параметра. Четвертый, самый простой, его я назову сразу. Это контроль за температурой. То есть, если тесто у вас не пропеченное, естественно, мякиш у вас будет влажный и липкий. Поэтому при выпечке, особенно ржаного хлеба, необходимо делать замер температуры на выходе из духовки. Вот, при помощи термометра. Внутренняя температура ржаного хлеба на выходе из духовки должна составлять не менее 96 градусов Цельсия. Желательно, чтобы она была 98, но параметр 96-98 обязателен. Одним из самых главных и критических моментов при работе с ржаным хлебом является контроль за кислотностью закваски. Это, наверное, самый главный параметр и самая главная ошибка, которую совершают пекари, в особенности начинающие. Ну, начнем с того, что на хлебобулочных заводах и на больших пекарнях при работе с большими объемами нет места для ошибки. Поэтому кислотность закваски, а также готового теста перед посадкой в печь обязательно измеряется. Измеряется она вот таким вот pH-метром. Как же домашнему пекарю обеспечить необходимую кислотность, не имея pH-метра? Если в отношении пшеничной закваски мы стараемся использовать ее на момент максимальной ее активности, то ржаная закваска должна хорошо и основательно закиснуть. Домашние пекари часто используют термин «закваска на пике». Хотя этот термин не особенно научный, но он понятен в основном большинству домашних пекарей, поэтому я буду его использовать. Так вот, если пшеничная закваска используется, когда она находится на пике,
то ржаная закваска должна хорошо и основательно закиснуть и осесть. Время брожения ржаной закваски желательно, чтобы оно составляло от 12 до 24 часов, скорее ближе к 24 часам. Это во-первых. Во-вторых, желательно, чтобы влажность ржаной закваски была выше 100%. Вот, например, многие немецкие и датские ржаные закваски имеют влажность от 160 до 200%. Это связано с тем, что во влажной среде дрожжи и молочнокислые бактерии значительно лучше развиваются, поэтому процесс закисления происходит быстрее, и вы будете уверены, что ваша закваска действительно набрала необходимую кислотность. При использовании ржаной муки, где в хлебе большую часть составляет ржаная мука, необходимо следить за температурой и временем брожения теста. Третий параметр, также, который является очень-очень важным, потому что если вы сделали все правильно, то есть если кислотность вашей закваски совершенно правильная, находится в правильных параметрах, если температура брожения и температура расстойки также была у вас правильная, но вы посадили ваш ржаной хлеб в духовку, которая была недостаточно прогрета до высокой температуры, минимум 250 градусов, то вы в конечном итоге все равно получите вот такой результат. Опять же, это связано с действием и активностью ферментов, амилаз. Этот процесс имеет название на английском в переводе «атака на крахмал». То, что я объяснила, то есть ферменты атакуют крахмал, и атакуют крахмал очень долго, то есть они расщепляют его на простые сахара и на воду. Поэтому исключительно важно контролировать как их активность, так и время, когда они активны. Когда вы посадили тесто, заготовку в печь, при высокой температуре, эта высокая температура должна сохраняться как минимум 15-20 минут. То есть в течение 15-20 минут ваш ржаной хлеб должен получить максимальный температурный шок. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы температура внутри заготовки достигла 80 градусов как можно быстрее, и тем самым прекратила действие ферментов. Уважаемые хлебопеки, если этот эфир вам был полезен, если вы почерпнули для себя что-то важное, новое, я буду очень признательна, если вы разместите ссылку на этот эфир в своих социальных сетях, подпишитесь на мой канал, поставите лайки, а также напишите мне в комментариях, какие еще вопросы вам было бы интересно осветить в последующих эфирах. На этом я с вами попрощаюсь и желаю вам прекрасного, вкусного и красивого хлеба. Всего доброго!